Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Батталова. Нахожусь в Турции, Мерсин, город Селевке. Еду за рыбкой, беру вас с собой, еду на велосипеде, кто на канале впервые. А то вечно спрашиваете, где вы находитесь, поэтому сходу хочу видео начать вот так вот. У нас в доме на цокольном этаже, ну, не на цокольном, а зиминкат, самый нижний этаж, есть вот такая вот, как сказать это, такое дополнительное место, куда можно ставить велосипеды. И мой вот велосипед вечно вот так вот отдельно стоит, я его ставлю, чтобы не потерять среди столько количества велосипедов. Вот, но это электровелосипед, я на нем постоянно перебираюсь. Сейчас я собираюсь в Каррефур поехать. Так, ну что, доехала я до Каррефура. Посмотрим, есть ли рыбка. Ага, есть. В общем, самон кончился. 349 лир чупра. Беру чупру. Так, смотрите, 2 рыбки на 295. Так, и курочку я здесь беру. Смотрите, со скидкой 69 лир. Одна курица, и здесь прям ее вам тоже так же порежут. В Каррефуре мясо, давайте скажу, сколько стоит. 659 лир фарш. 689 дана деш сарма написано, я не знаю, какая-то часть. Вот, для гуляша необычно вот дана кушбаши пишут 719 лир. И 839 лир, это самая такая сочная часть на гуляш. Вот, ну, мясо вроде как какое-то не очень по цвету, видите? Поэтому, наверное, здесь не буду брать. Смотрите, для фарша какие места разные такие. Вот эта часть получается, вот это вот 689 с жирком. Так, смотрите, одна курица вышла на 163 лиры. Со скидкой все сделано. И вот еще бариллу взяла. Смотрите, барилла по 39 лир. Скидкой. Смотрите, что это интересно такое нашла. Кей Тарханаса написано. Здесь тоже Тархана написано. Что бы такое это Тархана? Хочу зайти еще в Мигрос. Так, смотрите, здесь уже все для Нового года. Мандаринки, манго. Мы уже с мужем начали покупочки. Потихоньку, когда с ним выходим, заходим, что-то покупаем. Вот. И сейчас зашла тоже посмотреть, что интересное есть. Вот я взяла манго в прошлый раз. Сколько он стоит? 79 лир за штуку. Яблочки есть, груши, апельсины. А вот зелень я обычно всегда там покупаю. Ну и здесь вот всякие новогодние штуки. Вот. Тоже на елочку ставить. Интересные есть всякие подарочки. Вот. В прошлый раз я купила деткам. И думаю, вот так вот ходить, потихоньку покупать. Смотрите, здесь вот какие есть. Вот такие вот тоже вкусняшки. Ну а на Новый год подарки мы уже получили заказ. Точнее, Дед Мороз получил заказ. А нам надо будет это исполнить. Такие корзинки добра я уже вам показывала. Такого добра, смотрите, что он сразу лишних килограммчиков подкинет. Это корзинка. Ну и пойдемте посмотрим мясо. Я обычно всегда мясо покупаю. Здесь немножко подороже, но здесь обычно мясо свежее бывает. Вот. Ну а мне нужен фарш, как всегда. И вот вижу хорошее мясо свежее. Наверное, возьму. Решила взять килограммчик. Зашла в Бим, купила еще вот такой хардал и маршмеллоу
такие вот безышки взяла. Короче, взяла все, что не нужно было. Ну, короче, то, что не планировала, точнее. А то, что планировала, не нашла. Искала такие сухари. Мне очень сильно понравились роллы жареные. И вот мне нужны были сухари, но их нету нигде. Сейчас поеду домой уже. Возьму молоко и все. В следующий раз еще возьму вас с собой, чтобы сделать полноценное видео про цены. Кстати, возьму сливки. Вот такие вот сливки здесь по 200 миллилитров. Цена. Молоко 43 лиры. Так, сейчас посмотрим. Еще здесь манго 55. Одно только осталось. И авокадо по 49. Вот, и то я купила уже. Так, чисто по ценам вам показала. И настал у нас выходной. Как я обещала, вас возьму с собой за покупочками. Хотим сегодня в рыбный рынок съездить. Я покласилась. Ждем все папу. Алмаз! Да. Что ты сделала? Я покласилась косметикой. Да, Губы покажи. и... Такие вот. И реснички. Потому что Атоми косметика подходит даже и для детей. Она не вредна. Да. Поэтому я разрешаю брать свою косметику. А если ты тушь купишь, и вот эти реснички ты мне подаришь, да? Не реснички, а тушь. Старую тушь тебе отдам. Это я просто вот так делаю, чтобы... Так, У нас тут всегда квартплата приходит. И вот сюда вот ставят квартплату. Папой, да? да. А ну я тогда с ним. Вот, ищем свою квартплату. Дети спорят, кто с кем поедет. Со мной никто не хочет, да? А почему со мной никто не хочет? Хо-хо-хо-хо-хо. Чё, сколько? 2440. А потому что у папы Это за что? Газ? О-о-о-о-о! Новый год! Подарочки несет нам. Пришли на рынок, приехали. Залия креветки просит, но мы хотим икру купить и красную рыбу. Здесь обычно всегда икру красную продают в Турции. Кто не в курсе, да? Хотя я уже показывала много раз. Икра. Килограмм 650 лир. Раньше продавали, точнее не продавали, а просто отдавали. Сейчас начали продавать. Короче, договорились так. Если икра не выйдет, то икру нам в подарок дадут. Вот. Ada. Не? Haberler haberler. Tamam. 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 Reklam. Evet, реклама. Сейчас посмотрим. Да-да-да-дам. İkra yes. Есть? Yes. Папуса есть. İkra yes. Oo. Икра есть. 230. 230. Вот такая вот икра будет в подарок. Getir bunu da. О, и çok iyi. Çok güzel. Evet. O da yok biz almıyoruz. Biz Aldın mı? sadece mi? Tamam. Evet. Tamam. Evet. Mahmut. Вот здесь вот такой сюрприз делают, кому нужно на Новый год икра. В общем, если берете рыбку, Вот это? то что у них там есть в запасе, икру они дадут в подарок, если не выйдет икра. Вот это? Ну, в нашем случае икра вышла. Так, сейчас покажу быстренько, как мы солим купившую икру. Мы, получается, с одной рыбки одну икру достали. И одну нам дали бесплатно. Ладно. И одну мы купили. То есть одна получается бесплатно, а другую купили. Также я сейчас засолю рыбку. Нам прям вот так вот разделали ее. Уберу вот для ухи отдельно и чисто мякоть. Также мы сегодня хотим сделать финскую уху. Вот. Она необычная готовится. Раньше я простую уху делала. Сегодня покажу это еще. Так, заливаем теплой водой. Нет,
Тут до 50 градусов, чтобы икра не сварилась, оставляем на 10 минут, чтобы пленка немного отошла. Обязательно убираем лишние косточки, отделяем все на уху, оставляем мякоть. 10-15 минут прошло, в воду мы пока ничего не добавляли, и начинаем вот так вот наматывать пленку на венчик. Икра. Так, теперь просто положила, добавляю соли, ну, положила на форму, какую вам удобно, и прям не жалейте соли. Сколько надо, столько возьмет красная рыба соли для себя. Некоторые добавляют, там, я не знаю, еще дополнительные какие-то. Вот сюда. Сюда, да? Меня тут учат. Дополнительные какие-то еще приправки. Я больше ничего не добавляю. А что так много? Лишнего рыбка не возьмет в себя. Ну, я, например, люблю посоленее. Ну и вот так вот обязательно протираете полностью хорошенько. Я вам реально говорю, она все равно получается слабосоленая. Так что этого достаточно. И потом убираем в холодильник. Завтра она уже будет готова. Обязательно вот так вот пленочкой обмотайте. И в холодильник отправляем. Так, вот так вот она наматывается. А икринки остаются в воде. Часть рыбы мы убрали, чтобы здесь была возможность дальше их убирать, эти икринки. И сейчас вот эту вот часть, которая отделилась, уже зальем рассолом. Тем временем варим уху. Отправляем вот эту вот, эти все части в кипящую воду. И варим минут 10. Добавляем лук, 3 лаврушки, ну, в общем, там перец, то, что кто любит, то и добавляет. Примерно на литр воды столовую ложку соли и пол столовой ложки сахара. Но здесь вот меньше, наверное, 500 миллилитров, получается чайную ложку соли и пол чайной ложки сахара. Так, сцеживаем бульон, убираем рыбку и добавляем картошечку. Ну а тут пассируем овощи, лук-порей и морковку. Ну что, очень долгий все-таки процесс. Не как блогеры говорят, да, за 5 секунд. Вот, в 4 руки делаем. Часть уже вот засолили, сейчас уберем. Теперь эти пассерованные овощи добавляем в суп. Готовим до готовности картофеля. И добавляем соль, перец и паприку. Так, и после того, как картошка сварилась, добавляем мясо. На 200 миллилитров сливок у меня 18%, но очень густые, 200 миллилитров. И не все добавляют, но я добавлю еще пару ложек сливочного сыра. Обязательно все это нам надо, чтобы прокипело. Так, и когда закипит, обязательно добавляйте укропчика. Будет очень вкусно. Так, ну что, вот такой вот супик у нас наваристый получается. Так что всем советую попробовать приготовить именно этот вариант ухи. Называется финская уха. Так, ну икра у нас постояла. Уже даже минут 20-30, это вторая уже. И чем больше постояла, тем больше соли набрала в себя. Можно, конечно, без воды просто потом посолить. То есть промыли, просто сверху посолили и в баночке. Но я этот метод выбрала. 15-20 минут было написано, но полчаса вот прошло, потому что
соль быстро не впитывает и икринки вот эти маленькие. Поэтому сейчас буду сцеживать и на салфеточку. Так, вот так вот сцеживаем. Вот так вот на салфеточке, чтобы немножко подсохли икринки. Так, ну и перекладываем в баночки. Такие две баночки получились. Получается здесь где-то 700 грамм. Изначально мы покупали 800 грамм икры. Ну, как раз таки, наверное, вот эта вот белая пленочка, она и вышла у нас на 100 грамм. И закончим видеоролик, как всегда, распаковочкой. Посмотрим. Небольшая коробочка. Вот. Но здесь в Турции заказ от 1350. Бесплатно. До дома. А так 99 лир доставка стоит. Поэтому здесь точно на 1350 лир есть. Что тут у нас? Ага, значит, опять запаковали классно. Все у нас в сохранности пришло. Это у нас патчи. Патчи для глаз. Покажу. Вот в такой вот упаковочке. Смотрите, какая красота. Открывать не буду. Они идут гидрогелевые, то есть морские патчи. Аж 2 упаковки, да, потому что они очень классные. Использовали под глаза, да, на века. Они такие прям реально впитываются, становятся тонкими, очень хорошо вот именно вот разглаживают вот эти вот морщинки. Потом убираете, если даже кинете в водичку, они растворятся, и с этой водичкой можно еще делать ванночки для рук, например, да, то есть полностью натуральные, поэтому их очень сильно все любят. Вот, ну и помада, конечно же, помада, это моя любимая помада, именно гель, наверное, даже бальзам для губ. С тех пор, как я начала пользоваться этой помадой, у меня не возникают мысли, что у меня губы какие-то там маленькие, либо они какие-то уже там с морщинками, то есть вот такой потребности, например, там, чтобы что-то делать с моими губами, у меня не возникает, потому что у меня есть всегда рядом моя помада, которая в любую погоду мои губы увлажнит, еще придаст такой вот тон, губы становятся пухлые и классные. Вообще я здесь в Турции искала очень долго, покупала разные помады, по 100, по 200 лир тратила постоянно, их потом передавала там другим, потому что они мне вообще не подходили. Вот, дочка у меня одну забрала, я даже покупала, помню, вот такую вот именно из детской коллекции с блесками. Думаю, ну блин, ну должна быть хорошая помада. Нет, в итоге не нашла и взяла вот эту вот помаду. Она очень круто увлажняет, убирает вот эти вот трещинки, особенно если на улице холодно, ветрено. Вообще просто жить без нее не могу. Здесь вот на сайте Atomy она стоит где-то что-то в районе 300 лир. А я смотрела на сайте Хабсибурада, это тоже по типу там Wildberries Озон, да, место здесь турецкий. Там втрое дороже, около 1000 лир она стоит. Поэтому всегда заказывайте только на проверенном официальном сайте от производителя, чтобы вот такая вот классная продукция приходила по очень выгодной цене. Кому нужно, я помогу заказать, пишите мне, проходите по ссылке в описании, и я вас с удовольствием зарегистрирую. Либо есть там ссылочка для самостоятельной регистрации, тоже можете зарегистрироваться. Ну, а на этом все. Вот такие вот сегодня у нас покупочки. Сейчас, кстати, буду садиться делать покупки на подарок уже на Новый год. Вот. Да, действительно, и учителям, и вот на День учителя мы всегда все заказываем там.
потому что это качество и это хорошая доступная цена. Ну а на этом все. Всем желаю хорошего настроения под Новый год, хороших покупок, хороших подарков и будьте счастливы. Всем пока!